Итак, ребята, всем здорово, с вами Валтер. И у нас сегодня на обзоре вот такой вот гаджет. Часы. Называются они вот что-то Vivo Smartwatch. Ну, короче, как-то так. Выглядит это примерно вот так все в коробочке. То есть, ну, коробочка сама по себе, допустим, если вы ее там на подарок куда-то кому-то вот дарите, да, вообще классная. Часы, сразу скажу, я распаковку не делал, потому что я их уже носил какое-то продолжительное время. Но вот меня ребята попросили снять обзор на эти часы. И сейчас будет обзор, грубо говоря, прям вот честный, на самом делешный, потому что я этим пользуюсь уже вот с самого Нового года. То есть это был подарок, грубо говоря, сделанный мне на Новый год. Опять же говорю, сама упаковка, она как подарочная, она не позорная. Поэтому, в общем, что это за часы такие-то? Значит, у нас вот с Поднебесной есть такой вот, типа, бирочка, этикеточка. Ну ладно, не суть важно. Есть сами часы, которые я сейчас сюда заковырял еле-еле, теперь вот выковыриваю. У нас есть силиконовый ремешок к этим часам. Есть металлический ремешок. Ну, то есть это реально металл. Ну и все. И больше тут в коробочке по сути ничего. Тут еще зарядный провод лежал. Просто они... сейчас, подождите-ка секундочку. Я совсем забыл. Где тут у меня он? Я совсем забыл, потому что он... что эту штуковину можно ставить на зарядку. Честный обзор пилю. Я же говорю, оно все ношеное, просто оно уже у меня лежит как бы. Вот такой вот провод. То есть здесь нету никаких-то клеммок, ничего, просто обычная вот USB-шка. Эта штука на магнитике. То есть вот видите, да? Вот она держится. Беспроводная зарядка как бы. Часы сами по себе, они влагозащищенные, якобы. Но опять же, я ими пользуюсь вот уже с самого Нового года, считай. И поэтому пока что они у меня живые. Ладно, но не суть важно. Значит, что касательно ремешка металлического. У них есть вот такая застежка здесь. Хитрая, как тебе. Я просто на самом деле металлический этот ремешок, я его не носил. Да. Вот она получается. Вот здесь вот так входит. Вот сюда. Видно, да? И защелкивается. Давай, есть. Все, держится. Так, как расщелкнуть? Вот так, что ли? Да, расщелкнуть вот так. Сразу скажу, был косяк по часам. В каком плане? Я вот сейчас уберу, чтобы вы понимали. Вот здесь вот силиконовый ремешок. И мы видим, вот замочек, который крепится к часам, есть. Здесь вот есть. Здесь он тоже есть. Вот видите? А в этом ремешке в ответной части его нет. То есть 3 замочка есть, один отсутствует. Но изначально это как было? Его не было вот в этом, в силиконовом. И мне пришлось, грубо говоря, сам замочек этот вынуть вот отсюда и поставить его в силиконовый ремешок. Потому что металлическая, ну, она такая более нарядная, что ли, более парадная. Поэтому я ее решил как бы оставить на мало ли потом куда-то. Вот. А сейчас пользуюсь силиконовым ремешком. Давайте сразу сейчас мы это дело все оденем. Так, одевается оно у нас. Давайте вот так сделаем, да. Одевается оно у нас примерно так, да. И вот эту штучку мы вот сюда вот так защелкиваем. И вот сюда мы вщелкиваем. Все, держится? Да, держится. Да, ну. Так, теперь вот эту. Тут волосня какая-то. Вот тут у нас есть пазик.
Да, и вот сюда мы оттопыриваем и затопыриваем. Все, затопырили. Все, в общем. Вот у нас есть таки-таки. Правильно ж? Да, правильно. В общем, суть часов в чем? У нас вот тут вот уже сообщение какое-то пришло. Ну, в общем, грубо говоря, электронные часы, это у меня выставлено, чтобы они гасли типа быстро. Поскольку они электронные, мы можем здесь менять табло. То есть здесь разные есть циферблаты, которые можно менять. Ну, какой-нибудь, не знаю. Вот такой можно взять, поставить. Или, допустим, ой, не, подожди, пока еще рано. Во. Или, допустим, вот такое. Ну, поскольку я, поскольку я как бы аналоговый человек, поэтому у меня стоит вот такое, и оно более информативное в том плане, что у меня здесь вот, допустим, отображаются килокалории, зарядка, сколько проделал шагов и погода. Вот, плюс к этому, у этих часов есть своя особенность, называется приложение. Давайте я сейчас вот отъеду камерой, включу телефончик. Приложение выглядит вот таким вот образом. Так, мне надо на что-то поставить, на что-то положить. Так, на что? Наверное, вот, на Powerbank сейчас положим. Давайте вот так вот сделаем, да, чтобы вам было виднее. В общем, суть приложения в чем? Оно, грубо говоря, показывает, ну, тут очень много всяких фишек. Это вот спортивный журнал, это достижение цели. Ну, тут надо покупать платную подписку. Я ее, конечно же, не покупал, потому что она мне не нужна. Самое важное, мы отслеживаем, сколько шагов мы сделали, какое расстояние прошли, где мы это делали. И, в общем, тут вот есть у нас пульс, есть у нас давление наше меряется. То есть, вот эти вот часы, они замеряют давление. То есть, ну, честно признаться, я не знаю, насколько это мега точно, но вот я несколько раз, вернее всего, за все это время, я 2 раза манометром проверял давление, и показатели у меня сходились. Но это среднесуточные показания здесь. Также у нас есть платные подписки в приложении, там по тренировкам, кто там бегает у нас, ну, это не для меня явно. Здесь можно найти какие-то там фишки, там ролики, еще что-то связанное с чем. Ну, это просто доп-сервис. Само устройство. В приложении у нас отображается зарядка его, модель. И вот здесь, если вы заметили, в приложении мы можем купить циферблаты. Давай, все циферблаты, алло. Вот они. То есть, есть бесплатные. Вот видите, вот когда пишется китайским переводчиком, да, то, что это установить, а это монтаж у нас. Вот. А платные, они у нас по $2 каждый стоят. О, кстати говоря, смотрите, вот этого не было. Это добавилось уже бесплатное. Потому что я точно помню, что вот этих бабочек не было, это точно. Ну, это девчонкам, я думаю, более так подходит. Да, я в приложении давно в этом не ковырялся уже. Есть, конечно, они бесплатные, есть платные циферблаты. Поэтому, в принципе, как для ребенка, так и для взрослого человека, в принципе, даже для девушки можно подобрать фактически любой циферблат, который будете использовать. Также вы в этом приложении можете придумать циферблат свой. Я это уже делал. То есть я брал свою аватарку от канала. Закройся. Я брал свою аватарку от канала
Вот, ставил ее на фон и получал вот, ну, часы вот такого плана типа. Ну, прикольная тема. Что еще про них можно рассказать? Да даже не знаю. Здесь вот находятся у нас все настройки по часам. Опять же, у меня их настраивать можно по-разному. То есть я сделал активацию дисплея на часах по нажатию. От завода стоит активация, ну, то есть вы их одеваете на руку, смотрите на них и, грубо говоря, они включаются. Но меня это часто бесило, потому что они включались довольно часто, это мне не нужно. Поэтому я зашел именно в приложение. Такая же настройка есть у нас здесь. Вот видите, вот включение при поднятии руки типа. Но вот так вот, да? Не увидели, да? Вот у нас настройка. Находится она в 6, то есть вот у нас часы, вот у нас менюшка, так называемая, вот у нас шестеренка, и вот у нас эта настройка. Но почему-то эта настройка, она толком работать не хочет. Она у меня нормально начала работать только через это приложение. Так, а настраивал я это, я не помню, где это настраивал, по-моему, где-то здесь вот. Вот, видите, вот, поднимите запястье, и у меня здесь выключено. Также есть, можно изменить формат часов там 12 и 24. Но опять же, это когда вы ставите табло. Когда вы меняете само вот табло здесь, они есть как электронные типа, так и аналоговые типа. Вот. Дальше, что еще могу рассказать? Что меня еще... ну, в часах также присутствует погода. То есть у нас здесь есть погода, то есть она показывает в данное время, где вы находитесь, погоду. Здесь у нас есть тут измерение давления, измерение температуры там, чего-то еще там измерение. Классный обзор чего-то еще измерения. Здесь есть вот такое меню. Через эти часы можно звонить и общаться. То есть вот если активировать вот эту штучку, вот, ну, вот таким вот образом. Хотя я это не хочу делать. Выключись. Выключись. Блин, ну теперь надо ждать, пока она активируется. Выключилась. Если активировать вот эту штуковину, она, грубо говоря, будет... То есть вызов, который приходит на телефон. Тут вот у них есть динамик. Вот здесь вот. И вот здесь вот есть микрофон. Вот он вот. Я не знаю, как вам показать его правильно. Ну вот он здесь вот. А здесь вот динамик. Короче говоря, эти часы вам будут говорить, и через них можете тоже говорить. Также здесь есть, уже увидели, NFC, то есть это бесконтактная типа оплата. Есть будильник, есть встроенный TikTok сразу же, хотя кому он нужен. При сдвигании шторки вправо у нас опять же также здесь вот какие-то там настроечки дополнительные или что-то еще там будет. Основное меню этих часов, оно непосредственно находит по двойному нажатию. И здесь у нас вообще все возможности часов, которые есть. Тут есть и калькуляторы, и мессенджеры, и голосовой ассистент, и чего только нету. Но я этим ничем не пользуюсь, я слишком древний. Я думаю, вам такие часы как бы зайдут. Они очень прикольные, очень стильно выглядят на руках. Как по мне, да. И вот верхняя часть, я так понимаю, это пластик. Хотя, может, даже и стекло. Здесь я отдельно покупал пленку. Вот я не знаю, будет вам видно. Давайте, выключись. Выключись. Давай, тухни. Тухни. Вот, видите? Вот, тоненький ободочек вот здесь вот видно. Это, грубо говоря, пленка. Пленку я покупал на Озоне. Давайте это уберем. Пленка ко мне пришла вот в таком вот конверте. Конверт мне обошелся, я не помню, честно, по-моему, что-то рублей 240 или 260. Короче, суть в чем. Сейчас я все вытащу. Все вытащилось, да. Здесь идет 6 кругов. 2 уже нету, 2 я вырезал. Одно наклеил прям сразу, когда вот только мне подарили.
Ну, не прям только-только, там, через 2-3 дня, когда заказал вот это. Ну, по сути, да, когда они были еще новые, когда были прикольные, вот. А один кружочек вырезал, наклеил буквально там, дня 3 или 4 назад. То есть пленка довольно экономная. С этой пленкой поставляются вот такие конвертики. В этих конвертиках находятся стикеры, которыми вы удаляете пыль. Там есть влажная салфетка и сухая тряпочка. Это вот одна тряпочка сухая осталась. И есть вот такая вот карта, которая при сканировании этого кода вы посмотрите, как вам правильно клеить вот эту пленочку. Ну, в принципе, все. Так-то вроде все вам рассказал про часы. Будут вопросы, пишите. В принципе, часами я доволен. Зарядка, ребята, зарядка. Не поверите. Вот сейчас вот 38% на зарядке эти часы у меня были дней 5 назад. То есть, вот такая штука. То есть, в принципе, одной зарядки хватает мне на неделю. Насколько вам будет хватать, это история отдельная. В принципе, все. Вроде все рассказал про оповещение, про коробочку, про будильники. Да, все рассказал вроде. Да, вроде все. Ну, в общем, если что-то не рассказал, если что-то забыл. Силиконовый ремешок, кстати, очень удобный. Он эластичный, тянется. То есть, в каком плане? Почему я люблю силиконовые ремешки? Там, потому что, ну, во-первых, тактильные ощущения, да. Вот. А во-вторых, сейчас я вам попытаюсь пояснить, в чем прикол. Если у меня получится, конечно, и хватит красноречия. В свободном ношении у меня часы находятся вот здесь вот, да. Когда я что-либо делаю, то есть, когда там вожусь там руками, что-то надо где-то взять там, да, или, допустим, там покрасить или что-то еще, я их просто-напросто вот этим ремешком поднимаю максимально высоко. Вот. Видите, да? Аж куда. И все, ремешок, как бы, он тянется, и за счет чего часы не спадают, они не болтаются. Вот. Но опять же, когда что-то сделал, я их опустил чуть ниже, и свободный у них есть ход. Все как бы отлично. Часы вообще классные. Самое главное, что они недорогие и доступны практически каждому. На этом все. Все, ребята, с вами был Валта. Часы. Там лайки, дизлайки, комментарии. Если вдруг что забыл вам рассказать про часы, про приложеньку, пишите все в комментах, там отвечу. Все, всем покедова.